3 кота. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Привет, бабушка! Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! 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 У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу, 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 миу. Ой, пчела. Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела, не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит: жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура, мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Пещера. Однажды дедушка с котятами решили исследовать настоящую пещеру. Когда-то очень-очень давно, когда еще не умели строить дома, в таких пещерах жили древние коты. Ой! Не бойтесь, у нас есть фонарики и каски, чтобы случайно не поранить голову. Да, теперь мы как
Здорово! Миу-миу-миу-миу! В пещере оказалось очень темно, но очень интересно. Эй! Эй! Дедушка, а расскажи о древних котах. Ну, они жили в таких пещерах, носили простую одежду, а еще у них не было фонариков и обогревателей, поэтому они всегда собирались вокруг костра. Ух ты! Я с детства мечтаю найти следы древних котов, только пока ничего не нашел. О! Как жалко, что мечта дедушки так и не сбылась. А давайте ему поможем. Как? Дедушка! Что, Коржик? Смотри, я нашел следы. Наверное, это древний кот наследил. Коржик, так ведь это твои следы. Точно! Дедушка, а какие именно следы мы ищем? Разные следы. Это не только следы лап. Это могут быть какие-то древние вещи или древние рисунки на стенах. Дедушка, я, кажется, нашел древний фантик. Наверное, какой-нибудь древний кот обронил его много тысяч лет назад. Ну, это вряд ли. Древние коты питались ягодами, грибами и рыбой. Конфет тогда еще не было. Ну вот. А фантик надо подобрать. Смотрите, что я нашла. Я думаю, этот рисунок нарисовала какая-нибудь древняя кошечка. Интересно. Рисунок очень хороший, но он определенно не древний. Как ты догадался? Когда жили древние коты, самолетов еще не было. Котятки, не расстраивайтесь. Спасибо, что хотели помочь мне найти следы древних котов. Алло? У меня все готово. Жду вас дома. Ага, уже идем. Это ваша мама. Говорит, что обед уже готов. Пора возвращаться. Ой, а в какой из этих проходов нам идти? Ну вот, мы заблудились. Не переживай, Компот. Решение должно быть где-то поблизости. Я знаю, что надо делать. Помните следы Коржика? Мы пойдем по своим следам. Молодец, Карамелька. Ты настоящий исследователь. Котята с дедушкой пошли по следам и вскоре нашли выход из пещеры. Как жаль, что мы не нашли следы древних котов. Зато у нас было настоящее путешествие. Давайте-ка я сфотографирую вас внутри пещеры. Правее, еще правее. На фоне семьи летучих мышей. Улыбочку. Ой. Котятки, мы только что нашли настоящие рисунки древних котов. Как же я раньше их не замечал. Просто ты раньше никого тут не фотографировал. Смотрите, древние коты как будто машут нам лапками. Привет! Миу-миу-миу-миу. Котята и дедушка отлично провели время в пещере и в конце концов нашли то, что искали. Самолет. Однажды мама с папой сообщили котятам новость. Котятки, завтра мы с вами поедем в отпуск. И не просто поедем, а полетим на самолете. На самолете? Мы еще никогда не летали на самолете. А как это будет? Ну, сначала мы приедем в аэропорт. Это что-то вроде домика для самолетов. Там у нас заберут багаж. Эй, куда? И проверят билеты. 1, 2, 3, 4. 5. А потом мы сядем в самолет, и он взлетит выше облаков. На такую ужасную высоту? Здорово! Миу-миу-миу-миу.
аэропорт котята приехали на такси. Скорее, а то опоздаем на самолет, и он улетит без нас. Правда? Тут чемоданы обматывают пленкой, чтобы с ними ничего не случилось. Сдаем в багаж только большие чемоданы. Компот. Теперь нам дадут места в самолете. Я хочу место у окна. А я хочу место дома на диване. Компот сядет вместе с Коржиком и Карамелькой. А этот аппарат показывает, что лежит в сумках. Если в сумке жидкость, то не пустят в самолет. С бутылками в самолет нельзя. О, тогда я поеду домой. Ну, можно выпить воду здесь и идти в самолет. Ой. Быстрее, а то опоздаем. Все, пора. Стойте. Я теперь писать хочу. Внимание! Коржик, Карамелька, Компот и их родители срочно пройдите на посадку. Бежим, скорее! Подождите нас! Не хочу в самолет. Оставьте меня тут. Ты что, не хочешь в отпуск? Хочу. Но мне страшно лететь. Я знаю, что надо делать. Надо сделать то, что обычно делают, когда боятся. Кричать «Спасите, помогите»? Нет, закрыть глаза. И тогда тебе будет не страшно. Коржик и Карамелька помогают Компоту зайти в самолет и сесть на свое место. Ух ты! Мы летим над облаками! Никогда еще не видела облака так близко. Ого, и правда красиво. И совсем не страшно. Скоро мы будем подавать напитки и обед, а пока вы можете посмотреть мультики или полистать журналы. Вот это да! А летать на самолете оказывается так здорово! Кисуля, мы уже взлетели. Конечно, Котя. Может быть, чего-то желаете? 20 капель валерьянки, пожалуйста. Он немного волнуется. Минутку. Главное, не отпускай мою руку. Котята замечательно провели время в самолете. А Компот с тех пор совсем не боится летать. Прогулка с папой. Однажды папа повез котят покататься на снежных склонах. Классно, что мы гуляем сегодня с папой. Ага, можно делать все, что захотим. Здорово! Но вы должны меня слушаться, ведь к обеду нам надо вернуться домой. В парке так много снежных горок. Какую же выбрать? Я хочу на эту горку. А я хочу вон на ту. Нет, давайте туда. Котятки, у нас всего пара часов. Тогда давайте скорее. Время пролетело незаметно. Котятки, не лежите на снегу. Ой. А вообще, нам уже пора домой. Нет, мы же еще не съехали с самого большого склона. Ну, хорошо, съедем разочек. Чтобы забраться на большой склон, папа и котята едут на специальном подъемнике. Ух ты! Ого! Фу! Коржик,
Надень шарф, тут сильный ветер. Ну, пап, не жарко, и нет никакого ветра. О! Ну вот, надо было меня слушать. Теперь еще и шарф доставать. Едем скорее. Интересно, если я там внизу упаду в снег, я превращусь в снежный ком. Ой. Ой. Вот будет смешно. А далеко ли можно укатиться с этой горки? Круто! Котятки, у нас мало времени. Классная горка! Теперь надо снять с елки шарф Коржика. Только не трясите, а то вас завалит снегом. Ой! Ой! Ха-ха! Что и требовалось доказать. Ну, а теперь едем домой. Да? Что? Но котята захотели еще раз съехать с горки. Значит, вы уверены, что мы не опоздаем? Уверены! Но начался сильный снегопад. Интересно, в каком сугробе наша машина? А ведь нам пора ехать. Зеленая, не наша. Синяя, не наша. Красная. Наверное, это наша машина. О, спасибо, что очистили мою машину. Пока! Ну вот, я устал, замерз и проголодался. Я тоже. Надо было слушаться папу и ехать домой, когда он говорил. Хорошо, что вы это поняли, котятки. Но как нам отыскать нашу машину? Я знаю, что надо делать. Папа, нажми на брелок. И как я сам не догадался. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте скорее очистим машину и домой. Мама заждалась. К обеду все немного опоздали. Но зато котята поняли, что лучше во всем слушаться взрослых. Точно в цель. Однажды после завтрака котята рисовали в своей комнате. Точно в цель! Я самый меткий! Вот видите? То есть ты всегда попадаешь точно в цель? Конечно, можем поспорить. А на что спорить будем? На папин десерт. Самый меткий получит все 3 порции. Здорово! Миу, 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 миу. Вот видишь, я тоже могу попасть точно в цель. А ты попробуй попасть, если корзина будет стоять дальше. Ой. Недолет. Это потому, что бумага слишком легкая. Надо кидать что-то потяжелее. Котята решили кидать вместо бумаги шерстяные клубки. Ой. Надо кидать то, что не запутается. Например, игрушки. Ура! Я самый меткий. Все 3 десерта мои.
Нет, надо попасть точно в корзину, а не на корзину. Тогда лучше кидать что-то простое и гладкое. Котятам кажется, что кидать персики – это хорошая идея. Ой, мы испачкали пол и диван. Что же делать? Нужно бросать что-то покрепче. Я знаю, за мной! Так, смотрите, как я попаду точно в цель. Котятки, а вы не знаете, где наш арбуз? Вот это точно в цель. Что тут такое? Похоже, котята решили устроить фруктовый бой. А если бы арбуз упал и разбился, все вокруг стало бы липким. И еще все остались бы без десерта. Я ведь собирался сделать фруктовый салат с арбузом. Простите, мы просто поспорили. Кто из нас самый меткий, тот выиграет десерт и всех остальных. Похоже, котятки, тут никто из вас не выиграл. Да уж. А узнать, кто самый меткий, можно было и другими способами, не раскидывая при этом вещи и еду. Да, мы как-то не подумали. Но я знаю, что надо делать. Надо, как обычно, все убрать. Да. Вот молодцы! Теперь все вещи попали точно в цель. И для таких метких котят я приготовил фруктовый салат из арбуза и персиков. После десерта, котятки, мы пойдем на улицу. Там вас ждет сюрприз. Я приделал к вашему домику кольцо с сеткой. А я накачала вам баскетбольный мяч, чтобы вы попадали им точно в цель. Ого! Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята начали осваивать баскетбол. И теперь для них это не просто спор, а увлекательная игра. Выборы. Сегодня станет известно, кто победит на выборах и будет мэром нашего города. Мама, а зачем выбирают мэра? Чтобы он следил за порядком в городе и придумывал правила, по которым все будут жить хорошо. Классно! Я бы хотела стать мэром нашей детской площадки. По моим правилам, все играли бы в догонялки и в снежки. А по моим правилам, все бы просто гуляли и играли в спокойные игры. А давайте проведем выборы. Кого наши друзья выберут, тот станет мэром детской площадки на один день. Здорово! Миу, 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 миу. Кто хочет играть в снежки и в догонялки, голосуйте за меня. Кто хочет спокойно гулять и делать снежные скульптуры, голосуйте за меня. Если выберут карамельку, нам будет сегодня не побегать. Голосуй за меня. Если выберут коржика, то тебя снежками закидают. Голосуй за меня. Сажик, ты мне друг? Голосуй за меня. Нудик, хочешь сегодня лепить клоунов из снега? Голосуй за меня. Бантик, хочешь, я дам тебе свои санки? Хочу. Голосуй за меня. Изюм, давай ты за меня проголосуешь, а я тебе помогу. Давай. Кто хочет печенье, голосуйте за меня. Голосуйте за меня. А кто любит конфеты, за меня. Я передумала. Я голосую за карамельку. Шуруп, голосуй за меня, получишь печенье. Нет, за меня, дам 3 конфеты. А зачем голосовать? Чтобы я стал мэром площадки. Нет, мэром буду я. Внимание! Выборы начинаются.
У каждого будет листок и карандаши. Кто за Карамельку, рисует ее шапку, а кто за Коржика, рисует шапку Коржика. А потом кладите листки в коробку. Эй, кто хочет веселые шумные игры, рисуйте мою шапку. А кто хочет играть спокойно, рисуйте мою. Тогда на площадке будет тоска, а с тобой будет одна беготня. На воздухе надо двигаться. Главное дышать свежим воздухом. Какая разница, во что играть? Главное, чтобы никто никому не мешал, на горке не толкался и не лепил снеговиков на дороге. Все, начинаем голосование. Все котята заполняют листки и кладут в коробку. Голосование окончено. Сейчас мы узнаем, кто станет мэром площадки. Не понимаю, это чья шапка? Так это ж твоя. Выходит, все за меня проголосовали? Он же не участвует в выборах. Зато он хочет, чтобы всем было хорошо. С ним мы сможем играть во что захотим, а не выбирать что-то одно. Тогда я знаю, что надо делать. Компот, поздравляю! Сегодня ты мэр детской площадки. Спасибо. Я постараюсь, чтобы на детской площадке всем было здорово! Миу, 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 миу. Хотя Компот был мэром всего один день, но с тех пор на детской площадке царит полный порядок, и каждый может делать то, что любит. Коржик – ранняя пташка. Однажды вечером котята играли в гостиной. Котятки, сегодня вам хорошо бы лечь спать пораньше. Чтобы пораньше встать и поехать в парк аттракционов «Пиратский остров». Мы хотим успеть к открытию, чтобы не стоять потом в длинной очереди. Пиратский остров? Здорово! Миу, 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 миу. Ради пиратского острова я согласна лечь пораньше. Спорим, я утром встану раньше всех. Ну да, Коржик у нас ранняя пташка. Котята почистили зубы и легли спать, но Коржику что-то не спится. Так, надо не забыть мою пиратскую шляпу. И саблю надо не забыть. Как тут мои юные пираты? Никак не уснут. Кое-кто все время бегает и шумит. Зато утром я ничего не забуду. Проснусь и сразу буду готов. Хорошо, Коржик, а теперь закрывай глазки и поскорее засыпай. Вижу пиратский остров. Эй, просыпайтесь, Сони! А мы уже тут! Эй, мы встали пораньше. Ой, я проспал. А где все? Неужели уехали без меня? Мама, папа, вы тут или уехали? Коржик, конечно, мы тут. Разве не пора вставать? Нам надо успеть к отплытию, то есть к открытию. Сейчас ночь. Пиратский остров откроется еще не скоро. Мы не проспим. Ну хорошо. Ой! Уже едем, пора вставать. Ох, Коржик, еще не пора. Мы встанем утром, когда прозвонит будильник. Иди спать. Коржик все равно боится, что мама с папой могут проспать, поэтому тоже решил завести будильник. Доброе утро! Доброе утро!
О, Коржик так хотел рано встать, что всю ночь не спал. Вот и результат. Вот тебе и ранняя пташка. Эх, надо, чтобы наша пташка все-таки выспалась. Придется поехать попозже. И простоять весь день в очереди. Я знаю! Ой, я знаю, что надо делать. Давайте положим Коржика в машину прямо в одеяле, и он доспит по дороге. Проспали! Коржик, ранняя пташка, наконец проснулся. А где мы? Я проспал? Да, а вот мы встали вовремя и успели прямо к открытию. Дорогие гости, парк аттракционов «Пиратский остров» открывается! Йо-хо-хо! Вот это да! Я так рад, что вы меня не забыли! А еще мы не забыли твою пиратскую шляпу И саблю. Спасибо большое! Пиратский остров ждет нас! Йо-хо-хо! Миу-миу-миу-миу! Хотя котята приехали в парк очень рано, они были полны сил, потому что все отлично выспались. Закон экономии. Однажды мама задала любопытный вопрос. Интересно, а кто ночью ходил на кухню и забыл выключить свет? Это я захотела попить и пошла на кухню. Я подумала, вдруг еще кто-то захочет попить. Придет на кухню, а там уже светло. А если ночью никто больше не придет на кухню, свет будет гореть зря. А это что, плохо? Конечно, мы должны беречь электричество. Вы знаете, откуда оно берется? Нет. Электричество создает электростанция, которая посылает его по проводам в каждый дом. Чем больше всего включают, тем больше тратится электричество. И если электричество будут тратить слишком много, то электростанция может сломаться. Воду, кстати, тоже надо экономить, а то она может закончиться. Котята подумали, что электричество и правда может закончиться. Вот так. Теперь мы сэкономим немного электричества. Можно сэкономить больше. Надо выключить все, что не нужно. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Сначала котята выключили свет везде, где он был не нужен. Эй, кто выключил свет в туалете? И я же тут, Прости, папа, мы думали, там никого нет. Фух, что мы еще не выключили? Я знаю, как выключить свет сразу во всем доме. В подвале есть панель управления. Так чего мы ждем? На панели управления есть кнопки, отвечающие за свет, воду и тепло. Итак, свет выключен во всем доме. А? Лампочки, что ли, перегорели? О, мы можем еще и воду отключить. Котенька, у нас нет ни света, ни горячей, ни холодной воды. Даже не знаю, как теперь готовить суп. А я отключу отопление. В доме и так тепло. Может, воду и электричество во всем городе отключили? Ой! Мама, папа, знаете, что мы сделали? Мы выключили свет на пульте управления. Так вот в чем дело. Пойду включу его. Осторожно, Котя, не упади. Ой! О, кисуля, тут кто-то и воду отключил. Так это я отключил, чтобы сэкономить воду. И отопление выключили. А это я выключила. Хотела сэкономить тепло. Ой. А вот, наткнулся на что-то в темноте. Нужно приложить лед.
Ну вот, из-за того, что отключалось электричество, холодильник перестал морозить. Ой, закройте его скорее, а то у нас и так прохладно. Ничего, скоро дом нагреется, а пока можно укутаться в теплые пледы и попить горячего чая. Мы просто хотели побольше всего сэкономить, но у нас ничего не вышло. Котятки, мы очень ценим ваши старания, но экономить это не значит не пользоваться вообще. Просто надо пользоваться бережно. Я знаю, что надо делать. Мы будем выключать свет, выходя из комнаты. И выключать воду, когда чистим зубы. А я повешу на кухне датчик движения. Он будет включать свет, если кто-то входит, и выключать, когда никого нет. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что электричество и воду надо беречь и пользоваться ими, лишь когда это необходимо. Библиотека. Однажды папа собрался пойти в библиотеку. Папа, а зачем ты туда идешь? Чтобы найти старинный кондитерский рецепт. А что, библиотека — это место, где хранятся старинные рецепты? Не только рецепты, Коржик. Библиотека — это место, где хранятся книги обо всем на свете. Ого! Ага. А хотите, котятки, я возьму вас с собой? Да! Здорово! Миу, 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 миу. Ничего себе, сколько книг! Компот, в библиотеке нельзя говорить громко. Так, котятки, постойте тут, а я пока узнаю насчет книги рецептов. Играем в пятнашки. Ты вода. Ах так. Старинный кондитерский рецепт. Котятки, в библиотеке нельзя бегать. Посмотрите, вы раскидали книжки. Бегать нельзя, говорить громко нельзя. Может, не нужна эта библиотека, если все и так есть в интернете? В библиотеке, наверное, можно спать, если дома слишком шумно. Ну что вы, котятки, посмотрите вокруг. Никто не спит, все читают. Пожалуйста, книга «Десерты круглого стола». О, вы нашли ее. Спасибо большое. Может быть, детям вообще нельзя находиться в библиотеке? Вовсе нет, котятки. В библиотеке есть целый отдел детской литературы. И скажу вам по секрету, в нем хранится удивительная книга приключений, которую нигде не найдешь даже в интернете. Даже в интернете? А можно увидеть эту книгу? Да, мы хотим посмотреть. Я дам вам карту, которая вас к ней приведет. Но вы должны делать все очень тихо, иначе вы не сможете остаться в библиотеке и не прочтете эту удивительную книгу. Идите, котятки, а я пока поищу старинный рецепт. Котята отправились на поиски книги приключений. Сколько же тут книг? Тише, Коржик, а то нас попросят уйти. Да, и мы так и не найдем свою книгу. О! Наконец, котята нашли нужную книгу. Герои долго искали волшебный источник знаний и, наконец-то, нашли его. Я смотрю, вы тоже нашли, что искали, котятки. Но уже поздно, нам пора домой.
Но мы остановились на самом интересном месте. Может, переночуем в библиотеке? Но в библиотеке нельзя ночевать. Я знаю, что надо делать. Мы спросим у библиотекаря, можно ли взять книгу приключений домой. Она разрешит нам так сделать? Конечно, котятки. Из библиотеки можно взять почти любую книгу. Главное, потом не забыть ее вернуть. Здорово! Миу, 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 миу. Герои открыли волшебную книгу и перенеслись в фантастический мир. В библиотеке котята поняли, что даже в тишине можно здорово провести время, если у тебя есть интересная книга. Морские игры. Однажды Компот и Карамелька ждали в своей комнате Коржика. Ну и где же Коржик? Мне уже скучно. Подожди, он сказал, что придумал что-то интересное. Так. Вот. Теперь мы можем запускать наши водные игрушки. Ух ты! Я смогу запустить свою подводную лодку. А я моего дельфинчика. Здорово! Миу, 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 миу. Нашим игрушкам тут слишком тесно, даже не поплавать нормально. Это был самый большой таз, который я нашел. Можно запускать наши игрушки в ванной. Мой дельфинчик обожает плескаться в воде, а мой кораблик быстрее всех. Зато моя подводная лодка самая большая и может плавать под водой. Ой, вода вылилась на пол. Хорошо, что в ванной стены и пол не промокают. Но вода может вытекать через щель под дверью. Надо скорее заткнуть ее полотенцем. Зато у нас теперь больше места для водных игр. Раз ванная не промокает, мы можем немножко здесь поиграть. Поплыли! Давай! Я быстрее! Ой, у нас крыша протекает. Странно. Дождя нет. Ой, похоже, где-то протечка. Надо разобраться. Кисуля, в кабинете с потолка капает. И в кухне тоже. Похоже, в ванной прорвало трубу. Давай, запускай. О, кажется, там наши котятки. Ой, котятки, вы устроили настоящий потоп? У нас с потолка уже капает вода. Простите, мы думали, что вода не вытечет из ванной. Ну вот, мы все затопили. Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем играть в морские игры. А сейчас надо скорее все убрать. Котята с родителями пытаются убрать воду тряпками, но воды слишком много. Я устал убирать воду. Пыль убирать и то легче. Взял пылесос и все. Точно! Как же я забыл! У меня же есть специальный насос для откачивания воды. Ручной насос втягивает воду и по специальному шлангу отправляет ее в бочку. Теперь на полу сухо, и с потолка ничего не капает. И что делать со всей этой водой? Мы наполним ею небольшие прудики, которые выкопаем рядом с домом. И вот там вы сможете спокойно устраивать свои морские игры. Здорово! Миу, 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 миу.
Вот так котята поняли, что лучше и веселее играть с водой на улице и под присмотром взрослых. 3 кота, 3 хвоста.